Всем привет, друзья! И в этом видео речь пойдет о новой модели ноутбука с новой видеокартой 40 серии RTX 4070, и наконец-то я впервые хоть пощупаю, что это за новые видеочипы в замену прошлым 3060 и 3070. И это самое важное событие в индустрии ноутбуков, потому что, насколько я понял, RTX 4070 на 8 VRAM GDDR6 памяти в мобильном исполнении по идее переняла все лучшие стороны десктопных собратьев, а именно низкий теплопакет и низкая температура видеочипа, плюс, конечно же, наличие DLSS 3.0. В моем случае в качестве примера для тестов и обзора станет новинка ноутбук от компании MSI, модель Katana 17B12V. Это стартовая серия игровых ноутбуков от MSI, и эта серия Katana стала самым продаваемой среди игровых ноутбуков от MSI в 2022. Есть множество разных вариаций этих моделей с различными процессорами и видеокартами, там оперативой и так далее. Цены очень разные под любой карман, и данная модель с экраном на 17 дюймов с интеловским Core i7-12650H и 16 оперативы DDR5, плюс накопитель на 1 терабайт и видеокартой RTX 4070 стоит в ДНС, внимание, на 13 августа 159 тысяч или 160 тысяч рублей, если в общем. То есть это не бюджетная модель, однозначно, скажем так, не для всех. И, наверное, больше я бы назвал этот ноут полезным для тех, кому нужна действительно просто сухая мощность железа, потому что при Full HD экране на 17 дюймах и видеокарте 4070 вы сами понимаете, что нас ждет там, то есть больше 100 FPS в любой новинке на ультра, и тут запас мощности очень приличный. Я пользуюсь этим ноутом уже больше 2 недель, и примерно за это время я уже понимаю, о чем можно вам рассказать и для чего нужен такой большой экран и новая RTX 4070. Но обо всем, друзья, буквально через 1 минутку, а сейчас выйдем с вами на улицу подышать, и я поведаю вам немножко полезной информации. Друзья, я думаю, большинство постоянных зрителей знает, что я не вожу машину и в основном перемещаюсь или пешком, или езжу на такси. Но вот если нужно очень быстро слетать на почту или там купить, допустим, продукты, то пользоваться такси, скажем так, каждый раз не очень дешево, а пешком, пожалев плюс 30, не очень-то и весело перемещаться. И вот у меня для таких целей и появился впервые электросамокат Exostyle Typhoon 30S. Это компактный и выносливый самокат, который особенно будет актуален для школьников. Он легко складывается и хорошо держит заряд. Да и взрослым он в принципе должен прийтись по вкусу. Typhoon 30S может разгоняться до 30 км в час, чего вполне хватает для комфортного передвижения по городу. Притом запаса хода хватит до 55 км, а для полной зарядки потребуется от 5 до 8 часов. Скоростных режимов, к слову, у нас насчитывается 3. Это эко-режим для неторопливой езды, далее сбалансированный и спортивный режим, который выдает максимум по скорости, хватит под любые нужды. Самокат легкий, всего 18 кг, и, как было упомянуто раньше, легко складывается, так что его можно без проблем затащить в лифт или, например, спуститься с ним в метро, не создавая помех для окружающих. Электросамокат Exostyle Typhoon 30S – идеальный подарок как для школьника на 1 сентября, так и для любого близкого человека. Переходите по ссылке в описании и заказывайте себе удобный транспорт для повседневного использования от Exostyle. Всем удачи! Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, дизайн ноутбука, я бы не сказал, что он очень тонкий или там компактный. Все же с экраном на 17,3 дюйма любой ноут не может быть маленьким, это точно. Напротив, тут очень простой черный тяжелый корпус пластиковый, я бы даже сказал, он прям максимально черный корпус, и только клавиатура имеет подсветку. Корпус, еще раз повторюсь, полностью пластиковый, но и при этом достаточно жесткий, не скрипит, не люфтит. В этом плане качество сборки отличное. Крышка поднимается, кстати, одной рукой и открывается, я бы даже сказал, немножко нежно, без особых усилий. Что насчет клавиатуры, то, понятное дело, она с подсветкой, у нее обновленная 4-зонная подсветка с выделенными клавишами VASD, что удобно, я отмечу. Также имеется наличие цифрового блока плюс увеличенный размер тачпада. Для каждой кнопки можно выбрать свой цвет. Все эти настройки подсветки, и не только подсветки, но и скорости вентиляторов и замера температуры, все это можно делать через фирменную утилиту MSI Center. Это удобный инструмент, и через него, кстати, чуть не забыл, можно также запускать режим MUX для дискретной видеокарты. Данный режим позволяет переключаться между гибридным режимом со встроенным видеоядром в процессор, и можно переключать, например, только на дискретную видеокарту на 4070. Это очень удобно, и я лично сразу переключил только на видеокарту, без всяких там строек. Мне этого абсолютно достаточно. Что насчет экрана, то я уже вам рассказывал выше, что это огромный для ноутбука дисплей на 17,3 дюйма. Разрешение у экрана, кстати, небольшое, Full HD. Да, это не заветный 2К или там QHD, но для видеокарты, напротив, это приятная новость. Все же для запуска игр есть разница
производительности, но зато сам экран при этом очень яркий, цвета сочные, 144 Гц, IPS-матрицы, поэтому смотреть кино или запускать игры на таком экране вполне комфортно. Далее, что насчет железа внутри MSI Katana 17, то для этого я решил снять, открутить тыльную крышку, и делается это очень просто. И тут, значит, у нас, друзья, следующая картина. Но, во-первых, да, я рассказывал в начале видео про RTX 4070, она имеется здесь внутри, и также имеется мощный процессор на 8 ядер, 16 потоков. Далее у нас интересное расположение 16 оператива DDR5 в двухканале на частоте 4800. Почему интересное? Потому что память окутывает медные пластины и снизу, и сверху, что снижает при этом температуру чипов памяти. Интересно довольно такое решение, я впервые такое вижу, и в целом, да, видно, что компоновка продумана, хотя места внутри все еще очень даже немало, с большим запасом. Система охлаждения у нас, насколько мне известно, это обновленная Cooler Boost 5 версии с двумя вентиляторами и 6 тепловыми трубками с технологией Shared Pipe. Если вкратце, то Shared Pipe это такая система, имеющая общие тепловые трубки как для процессора, так и для видеокарты. Вот если так рассуждать из увиденного. В остальном внутренности, думаю, стоит проверять уже в реальности при запуске тестов. Там важно послушать шум от вентиляторов и температуру тоже замерить. А так в целом, что еще сказать? Ну, наверное, то, что здесь интерфейсов немалое количество, их тоже стоит, наверное, озвучить. Значит, у нас имеется вход один скоростной Type-C, далее два USB входа 3.2 версии, есть также один вход 2.0, есть, конечно же, обязательно LAN коннектор, HDMI вход 2.1, что поддерживает 4К на 120 Гц, плюс ноут также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth версии 5.2, обычный нормальный такой себе современный комплект, в общем-то. Что ж, а теперь, друзья, давайте с вами протестим ноут и запустим парочку проектов, а я напомню, что данный ноут в основном заточен как раз под запуск игр, у него все указывает на это, и начнем, конечно же, с серьезных проектов с трассировкой лучей и поддержкой DLSS 3.0, например, закинем Cyberpunk. И тут я решил показать зрителям все на ультра настройках с лучами и DLSS в режиме баланса. Но в первом случае у нас, значит, смотрите, с выключенной генерацией кадров, а во втором с включенной, чтобы зрители, так скажем, понимали, в чем, собственно, разница между прошлой 30-й серией RTX и новой 40-й. Разница именно в этой, казалось бы, не сильно заметной опции, что дает нам прирост на 60%. И видим с вами без генерации кадров средний 85-90 и 120-130 кадров с включенным Frame Generation. При этом картинка одинаковая по качеству, все на ультра с лучами Full HD. Однако буквально одна опция, заметьте, доступная только, внимание, на новых видеокартах RTX 4000 серии, то есть 40-й, дает нам заметное преимущество над прошлой 30-й серией RTX. По температурам тут, кстати, довольно интересная ситуация. Значит, смотрите, процессор в одно время бустится до 4000 с хвостиком, и потом уже, если поднимается температура до 85-90, он снижает свои частоты на ядрах, там примерно до 2500-3000, и тем самым удерживает стабильную температуру там 80-85 градусов. И это при том, что я тестирую, напомню, в комнате без кондиционера, в жару летом, за окном плюс 32, и в комнате стоит просто духотища. Очень жарко, и все равно ноут старается удерживать нормальную температуру, и что при этом фреймрейт оставался стабильным. Ровно та же самая ситуация повторяется и в третьей части Ведьмака на 12-м директе с трассировкой. Тут тоже с лучами и DLSS баланс, разница буквально в 70%. 40-70 с включенным построением кадров через DLSS рисует очень даже приличное количество кадров. И там, где у нас было 45 кадров без генерации кадров, с включенной генерацией уже 85-90. Но это не только именно в Киберпанке, там в Ведьмаке 3, везде, по сути, где есть новая фича DLSS 3.0, буквально во всех новинках есть построение кадров через DLSS. И в Forza 5, и в Dying Light, и в Diablo 4 все это имеется поддержка DLSS 3.0. В общем, что хочется сказать зрителям в завершении. Однозначно, новые ноутбуки стоит рассматривать сегодня только среди моделей на видеокартах 40-й серии. Ну, то есть не только прям именно эти модели, но если брать между 3000 и 4000 RTX, то лучше, конечно, взять на 4000. Да, я знаю, что таких пока что не очень большой выбор моделей, однако на примере именно этого ноутбука от MSI я лично убедился, что если вам нужен ноут под запуск современных проектов, то лучше, конечно, разумно взять не самый быстрый процессор, но зато современный видеочип, то есть видеокарту, на примере там RTX 4050, 4060 или, как в моем случае, 4070. Только ради этой возможности DLSS 3 версии, что умеет делать генерацию кадров, вы получаете прирост плюс 50, 60, 70 и даже 100%, что мы и видели в третьем
Ведьмаке 45 кадров против 90. Так что вот такая история. Надеюсь, вам было, друзья, интересно это видео. На этом, я думаю, уже стоит заканчивать. Увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте. До новых встреч на канале. Пока-пока.